Всем привет, меня зовут Наташа. Сегодня я хочу поговорить про принятие особенного ребенка и социализацию семьи и каждого отдельного члена в общество. Начнем с принятия. Когда родился Серафим, то я чувствовала злость, негодование. Почему со мной? Почему я? Я была обычным человеком. Я не заслужила. Сейчас это стыдно вспоминать, но это было. Я не могла понять, что я чувствую к Серафиму, потому что злость, она пожирает изнутри. Невозможно ненавидеть весь мир и при этом чувствовать любовь к кому-то. Малыш, который рождается с багажом диагнозов, он нуждается в любви, заботе, ему страшно, больно и так далее. А я в этот момент рыдала, страдала, думала только о себе. И я никак не могла разобраться в чувствах своих к тому, кто, как мне тогда казалось, приносит мне столько проблем. Не менее стыдные воспоминания о том, что я стыдилась внешности Серафима. Когда я стояла в очереди, когда мы лежали в больнице Серафима в отделении патологии новорожденных, я закрывала его лицо пеленочкой, чтобы никто не смотрел на него. Я видела, что он не такой, как все. Я показывала его Артему и говорила: посмотри, он такой странный, он не такой, как маленькая была Лера. А Артем не понимал меня на тот момент совсем, он не понимал, чего я так вообще себя веду, и он считал, что я схожу с ума. Так были первые недели после рождения Серафима, как раз вот когда мы лежали в этой больнице. В какой момент я начинала меняться и менять свое отношение к Серафиму и дошла до того, что я испытываю к нему сейчас, я не могу сказать. Наверное, просто вот этот шок прошел. Мозги начинают вставать на место, материнская природа берет свое. Но и кроме этого, конечно, большую роль сыграла поддержка. Это родственники, моя сестра, мои друзья, конечно же, в первую очередь Артем. На самом деле тут надо понять, что через слезы проходят все. Я, по крайней мере, не слышала ни про одну маму, которая не заплакала, когда ее ребенку ставят какие-то страшные диагнозы. И когда это в семье происходит, нужно изо всех сил стараться, чтобы это не разбило семью, а объединило. Нужно изо всех сил цепляться за все то хорошее, что было раньше. Очень сложно не замкнуться в своей проблеме, не начать вести какой-то отшельнический образ жизни, потому что все вокруг-то продолжают жить обычной жизнью, а наша жизнь, как раньше, уже никогда не будет. Мне было очень сложно начать общение с моими родственниками. Мне казалось, что я всех подвела. Но на самом деле это нужно преодолеть, поговорив об этом. Мои родители не винили меня ни в чем никогда. И мы поговорили, выяснили, забыли. Все, кто окружал нас, все нас поддержали. И это адекватные, нормальные люди. Когда я слышу о том, что после рождения особенных детей кто-то отворачивается, кто-то уходит, это ненормально. И нужно искать нормальное, хорошее окружение, которое в сложных ситуациях никогда не бросит. Моя личная социализация имела некоторые проблемы в тот момент, когда я понимала, что мои подруги растят здоровых детей. Было в какой-то момент сложно слушать их проблемы, потому что все кажется незначительным на фоне вроде такого серьезной проблемы, что родился особенный ребенок. Но если мы хотим влиться в общество, то мы должны понять, что мы не пупы земли, наши проблемы не единственные, и нужно общаться с людьми и воспринимать их проблемы и также стараться поддерживать своих подруг, как и они поддерживают нас. Еще бывает тяжеловато видеть в магазине женщин, которые кричат или даже бьют своих здоровых детей. Хочется сказать: ах, ты не ценишь. На самом деле это осуждение, и его нужно перебарывать по принципу «в чужом глазу», да, потому что мы все не без греха, и я тоже была не самой идеальной мамой для маленькой Леры. Мне есть что вспомнить, я тоже была вспыльчивая, тоже могла шлепнуть, прикрикнуть. Поэтому каждый раз, когда я ловлю себя на мысли, что эта мама что-то не то делает, надо в первую очередь задуматься: я тоже не идеальна. Вопросы: почему у меня, что я сделала, почему пьяницы рожают здоровых детей, а у меня не получилось, это надо гнать из своей головы.
Это зависть, она изнуряет, она губит все вокруг. Чем больше мы об этом думаем, тем замкнутее становится круг. Эти мысли просто нужно гнать, нужно отвлекаться, думать о другом, работать над собой, контролировать свое настроение, перенаправить свою энергию в совсем другое русло. Так случилось и все, точка, живем дальше. Сложно вырваться из этого круга одновременно самобичевания и жалости к себе. Я бедная несчастная, у меня всегда все хуже, чем у остальных. Как-то раз, когда я лежала в областной больнице, и когда я познакомилась с одной девушкой, она была без ребенка, и мы с ней разговорились про Серафима, она спрашивала у меня, что с ним, какие у нас прогнозы. Вот я со слезами на глазах ей рассказываю, что прогнозов нет, мы не знаем, что будет. Я спрашиваю, а что у вас? Что с вашим ребеночком? И она так говорит спокойно, знаете, вот я со слезами, а она спокойно. А нам говорят, что моя девочка скоро умрет. Всегда будут те, кому хуже, чем нам. Нужно не забывать об этом. Просто если сейчас заглянуть внутрь себя и понять, чего мы хотим, какую жизнь мы видим дальнейшую, мы хотим всю жизнь страдать и ныть, или мы хотим быть счастливыми и делать счастливыми окружающих, мы сами раз и навсегда должны сделать этот выбор. И если мы уж решаем, что все будет хорошо, то нужно перестать плакать или хотя бы делать это, когда никто не видит, чтобы не портить настроение и настрой другим. Стараться хорошо выглядеть, подбадривать мужа. Ему тоже это нужно. Если есть еще здоровые дети, то окружить их заботой и вниманием, чтобы они не чувствовали себя обделенные, пока мы все цело лечим своих особят. Наша цель, как мам особенных детей, влить не только наших особенных детей, но и себя, и всю остальную семью в общество. Потому что невозможно быть счастливым, сидя в темном чулане. Это человеческая природа, мы должны общаться. И это всецело мамская ответственность. Мама обязательно должна быть спокойной, уверенной в себе. Она должна хорошо выглядеть. Найти интересное дело, которое позволит выходить из дома, которое будет придавать ей силы и вдохновение. Стараться максимально наладить отношения с мужем, не акцентироваться на мелочах, как можно меньше его пилить и грузить, потому что и так всем сложно. Обязательно с мужем куда-то выходить и устраивать романтику. Постоянная поддержка друг друга. Да, у нас родился такой ребенок, нам сложно, но все будет хорошо, и мы вместе справимся. Теперь самое сложное — это социализация детей, потому что очень сложно объяснить. Гораздо правильнее было бы показать детям на своем примере, как себя нужно вести. Мы не стесняемся своих особенных детей, мы не тупим взгляд, мы не переходим улицу, когда видим знакомых, мы не уходим с площадки, если кто-то пришел еще. Мы смело заходим в любой магазин, в гости, куда угодно. Мы открыто, смело смотрим в глаза. Мы в любой момент готовы улыбнуться и завести разговор с любым человеком, которого мы встречаем. Мы открыты к обществу. Даже если открыть комментарии на моем канале, то можно встретить много слов о том, что люди не знают, как относиться к таким детям на улице. С одной стороны, им всегда говорили «не смотри», и они стараются быстрее отвернуться, делать вид, что не заметили. С другой стороны, все-таки интересно, таким образом получаются косые взгляды. Мне кажется, что таким людям можно помочь. Они хотят поддержать общение, но не знают, что делать. С любым человеком на площадке или на улице можно завести общение. Даже если вы не станете лучшими подружками, но, по крайней мере, вы пообщаетесь, а маме особенного ребенка нужно как можно больше общаться. Мы своим примером должны показывать особенным детям, что общество не злое, никто не хочет нас обидеть, никто не хочет нам зла, и мы все друзья. Когда начинается общение, то можно вкратце сказать, что ребенок особенный, чтобы человеку не пришлось задавать неудобных вопросов, потому что это все-таки любопытно. Обычно я говорю, что Серафим родился со слабым здоровьем, но с сильным духом. То есть я не очень хочу перечислять диагнозы. Я стараюсь сразу объяснить, что мы не страдаем, мы на позитиве, что мы любим его таким, какой он есть, что мы его приняли и верим в лучшее. Честно говоря, я бы не советовала сразу рассказывать при первом знакомстве новому человеку
какую-то негативную информацию, например, что какой-то врач сделал такую-то ошибку, и теперь, может, ребенок на всю жизнь инвалид. Это такая достаточно тяжелая информация, которая направит разговор немного не в то русло. Наша цель — это легкость. У кого много друзей? Не у того, кто самый красивый, самый богатый, а тот, кто доброжелателен, открыт, общителен. Ребенок обязательно это почувствует. Если у него сохраненный интеллект, то он будет копировать ваше поведение. Дети на площадках злые, когда они не понимают, как себя вести, но ничего страшного. Когда они видят ребенка, который добрый, милый, который готов поделиться своими игрушками, который не боится, не злится и так далее, то ну как с таким не подружиться? Если у ребенка интеллект не сохранен и он не способен на такие действия, то, по крайней мере, он будет чувствовать вокруг себя доброжелательную обстановку. Это настроение мамы, ощущение мамы в обществе. А мама — это весь мир наших особят. Поэтому ребенок будет чувствовать, если его мама спокойна, уверена в себе и счастлива. Если у вас не получается самостоятельно добиться нужного настроения, если у вас депрессия, вам плохо, если вы каждый день плачете, то я бы советовала все-таки обратиться к профессионалам, для того, чтобы психологи, опытные люди помогли вам разобраться в этом, потому что рождение особенного ребенка — это огромнейший стресс, который очень сложно пережить. Понятное дело, что очень жалко и времени, и денег, но это стоит того. Я сама не обращалась, но в будущем я думаю, что этот вариант возможен. Я действительно считаю, что это очень важно мамино настроение, потому что именно мама задает погоду в доме и отвечает за социализацию каждого члена семьи. Я уверена, что у вас все получится. Если вы не бросили своего ребенка, значит, вы очень сильный духом человек. И я восхищаюсь каждой, честно. И в конце мне бы хотелось добавить, что наши особенные дети, они не хотят особенных мам. Они хотят счастливых мам. У меня все. Всем спасибо. Пока.